Всем привет! Так, пришел ко мне моторчик Quanshun 165. Холлы. Точнее, здесь не холлы, здесь энкодер. Ну, довольно-таки тоненькие. Причем здесь есть резинки, но герметичности как таковой не будет, потому что сами резинки, отверстия у них больше, чем диаметр проводов. Предстоит переделывать на холлы этот мотор. Поэтому, наверное, можно сразу его вскрыть, так как это все равно в любом случае мне понадобится. Начнем, наверное, с крышки. Под ней должен быть энкодер. Болтики видно прям. Это, конечно, самая первая партия. Здесь могут быть еще и косяки. Некоторые вот эти болтики нормальные, а вот некоторые прям побитые. Давайте откроем крышку. Затянуто. Так, вот здесь вообще он проворачивает. Здесь грани сбиты. Ладно. Оставим его на потом. Да, придется его звездочкой добить. Где-то у меня такие же винтики были. Потом надо будет заменить. Да, пошел. Крышка на герметике. Конструктивно мотор мне нравится, как сделан. Здесь везде есть. Здесь можно ударить, здесь вот можно поддеть с этой стороны. С инженерной точки зрения к его производству подошли нормально. Ну, в принципе, Quanshun славится тем, что моторы делает адекватно. На крышке, кстати, выбито 72 вольта, 5 киловатт. Ну, соответственно, по российским законам это уже не мопед, а все-таки мотоцикл. Так, здесь у нас герметик прям к резине хорошо. Шаргезия у него была. В принципе, разъемы довольно герметично заведены. 7,2 килограмма весит этот мотор. Здесь, кстати, есть какой-то незадействованный разъем. Плата сидит довольно плотно. Так, гайка на 12. Здесь же есть у нас и подшипничек 6202. Шайбочка такая, как будто бронзовая. Была информация о том, что эти моторы на заводе могут произвести сразу на холлах, но это было все-таки пока на уровне слухов, потому что человек не заказал все-таки мотор, и неизвестно, делают, не делают.
Ну, я думаю, в любом случае рынок холловых моторов они терять не будут. Может быть, с одной стороны, они хотят подстегнуть продажу своих фардрайверов на энкодере. Но я думаю, переделать его самому на холлы больших проблем не будет. На синем герметике резьбовом соединение. Не затянут. Резьба крохотная. Тоже не затянут. Похоже, что это алюминий, потому что он весь в коррозии. Я так понимаю, что его тоже типа герметиком каким-то помазали, а алюминиевое соединение на резьбовом герметике вот обычно превращается в такую каку. Либо это какой-то сплав алюминия, который так настойку коррозирует. $14.85, 5, 5. Так, 20 миллиметров вал. Внутри у нас 18, не помню, вроде замерял 18,8. Наружней 22,4. 57 диаметр. Диаметр по бортику 59,2. Ага, все-таки снялась передняя крышка с подшипника. На глаз не точно, но в районе 6 миллиметров сальник толщиной. 60,05 подшипничек. Диаметр ротора 115.
Здесь подшипник также начал первым выходить из крышки. Остался на роторе. Теперь надо его вытягивать. Довольно легкий. Тридцать 35,5. Так, здесь у нас стопор стоит, стопорное кольцо. С этой стороны просто утолщение. Вот что мне в этом моторе определенно нравится, это то, что он очень легкий. Здесь облегчили все, что только возможно. То есть отдельно берешь ротор, отдельно статор, и все довольно легкое. Да, все вместе весит 7,2 килограмма, но у меня 1,5 киловаттное мотор-колесо весит около 8 килограмм. Здесь, как они заявляют, спрятано 5 киловатт. Вглубь обмоток уходит, прям под фазу, не видно. Ну, по-любому это датчик температуры. На плате обозначения нет, G3, G4. И уходит они... ну все понятно. Здесь Т+, Т-. Понять бы только, что за датчик стоит температурный. Но как раз таки дорожки, вижу, ведут от красного к Т+, черного к Т-. Центральная секция 57,2. Или 57 скорее. 57,1. На этом все. Дальнейшие испытания и переделка этого мотора под холлы постараюсь выложить также видео. Всем пока!